Всем привет, вы на канале ТНК Тайм, мы продолжаем проходить Талматург, и я заметила такую фигню, что на главной заставке теперь у нас стоит вот этот чел, которого мы получили последним сзади, и раньше тут либо никто не стоял, либо стоял другой, но точно не этот. Короче, получается что? Получается, что мы сейчас пойдем к сестре на... Ой, я прическу сменила, я об этом уже и забыла. К сестре на лекцию. Пончики из кондитерской иду забираю, и мы идем на лекцию, потому что лекция это важно. Я вставила запись, я включила запись. Хорошо. Хорошо. А почему так тихо? Или мне кажется? Я не знаю. Потом проверю так-то. Что это такое? Колонка из ежедневного курьера. Ежедневный курьер. Мрачная тень накрыла отель «Империал», одно из самых престижных заведений своего рода и гордость Варшавы. В ночь на 8 сентября компания молодых людей устроила в стенах отеля шумную вечеринку, затянувшуюся, по словам других постояльцев, далеко за полночь. К несчастью, праздник жизни закончился преждевременно. Ранним утром один из участников вечеринки, Людовик Краевский, выпал с балкона и разбился насмерть. Полицейские, незамедлительно вызванные на место трагедии, признали произошедшее несчастным случаем. Вел дело судебный следователь Александр Воронин, приходящийся отцом другу погибшего Петру Воронину, который также присутствовал на вечеринке. В смысле присутствовал? В этой связи появились весьма обоснованные опасения в конфликте интересов, предвзятости следствия по отношению к иному Воронину. Кстати, да. Я тоже подумала об этом, типа, почему? В такие времена сложно не прислушаться к словам тех, кто сетует на моральное разложение современной молодежи. Я не поняла сейчас свой момент с тем, что он присутствовал на вечеринке, потому что там не было. Окей. Соленые огурчики. Окей. Привет, можно мне, пожалуйста? Good day, Mrs. Yagoda. Хорошего дня. Ну что, нагулял аппетит? Хочешь печенье? Дайте, пожалуйста, мне пончики. I'd like to collect Ligia Shurska's order. Of course. Give her my Передай best. привет, не стесняйся зайти ко мне перекусить And как-нибудь. don't hesitate Хорошего to дня. stop by for a Спасибо, little пока. snack from time to time. Have a nice day. Oh, take the donuts and don't ask awkward questions. Have a nice day. Окей. Окей. Пончики. Все, окей, мы идем на вечеринку, сейчас это будет что-то интересное, я надеюсь, потому что если нет, то это будет некрасиво. Рассказ, зарисовка в сатирическом журнале «Целебная пытка». Заглянул прошлым вечером на Плебанскую к доктору Ясницкому. И как? Ну, сначала он меня по спине отдубасил, потом все кости пересчитал, в конце вставлял позвонки, что ж хрустело. Я тогда подумал, что вот он ад, а теперь как огурчик. А чего ты к доктору попёрся? Жалуешься же постоянно, что тебе жена и так дома скалкой лупит. Так-то оно так, но доктор Ясницкий лупит молча. Ха-ха! Смехуёчек, блядь, нет. Жалоба. Уважаемое руководство, я глубоко возмущен отношением к посетителям в вашем заведении. Оказывается, на вас имеют Не все из нас имеют равные права. Постоянные клиенты, для вас пустое место. Каждый день после полудня я захожу в вашу кофейню поинтересоваться про столик у окна. Каждую неделю он занят за господином Пшесмыцким. Этот посредственный писака, которому вы так стараетесь угодить, даже не утруждается прийти вовремя. Посему я требую, чтобы лучший столик оставался свободен для посетителей, знакомых с нормами светского приличия. С выражением почтения король Майхер. Король. Жалоба. Письмо от недовольного посетителя кофейни Ла Плюме, не знаю. Господин Майхер жалуется, что после полудня лучший столик кофейни постоянно зарезервирован для господина Пшесмыцкого. Прекрасно. Тик. Да, я дожидаюсь тогда. What a day. Ну и денечек. Давай поговорим. Никак не могу выкинуть Светлану из головы, думаешь, она. Yes. Да, ты прав. Просто Let's прекрасно. wait until. So let's kill some time. До вечера же, правильно? Да, идем на лекцию. Ура, мы идем на лекцию. Я иду. Я хочу. Лекция Лики. Поча?
Приглашение. Уже 50 лет я имею честь быть жителем Варшавы и больше 30 из них покорным слугой тех, кто дорожит музыкальным искусством. Так позвольте же в этот юбилей пригласить всех друзей, учеников и слушателей, сопровождавших меня на протяжении карьеры, на праздничный ужин, который состоится в следующую пятницу в 20:00 в моем жилище. На нем я покажу вам мое главное сокровище, принадлежавшее некогда самому Ференцу Листу. Искренне ваш Ян. А ну, подожди секунду. Элегантная карточка из запечатанного конверта. В вечер пятницы состоится праздничный ужин по случаю дня рождения пианиста Яна Родского, на котором он покажет свое главное сокровище. Подожди секунду, знаешь что? Выяснить, поискать, найти точку, выяснить подробности, найти зацепки, найти источник вдохновения, поискать... Ладно, окей, пойти на лекцию. Просто пойдем на лекцию пока, окей. Сюда? Опа, что это у вас тут? Опа, что это у вас тут? Дайте посмотреть. Дайте почитать. Я читать хочу. Потерянное приглашение. Любезные друзья и почитатели заморских приключений, позвольте с величайшим удовольствием пригласить вас на вечер, где ароматы благовоний закружатся в вихре с кардамоном и корицей, где ждут пышные перины экзотические танцы, где вы сможете вкусить запретное наслаждение. Приходите, как всегда, к вратам Сезама, чтобы открылись они перед вами. Скажите, Кублахан, что? Что это такое? А ну-ка, объясните мне. Где-то в Варшаве проходит вечеринка с запрещенными развлечениями. На входе нужно сказать пароль. А что это такое? Опа, мне интересно. Учебник геометрии. Потрепанная книга с надорванной обложкой. Как хорошо, что существует геометрия. Идеал, которому не страшны желчные слова. Родители могут сколько угодно подрезать ему крылья, но он продолжает верить, что однажды станет великим математиком, что найдет пристанище среди идеальных ромбов, плавных окружностей и дружелюбных трапеций. Интересное описание. Сон внутри сна. Тоска по мечтаниям, сны наяву, греза о недостижимом. Фуляровый платок, окрашенный синтетическим мавеином, оживит силуэт, черные шерстяные брюки придадут шика, а жилет в ромбик добавит контраста. Грядет новый век, и мужчине больше не придется одеваться скромно. Окей. Окей. Рекомендательное письмо. Свидетельствую, что Антоний Корчевский, проживающий по адресу Улхожая 2, прекрасный специалист по настройке пианино, всегда пунктуально, добросовестно выполняющий свои обязательства. Подпись Ежи Мушинский. Сопутствующая записка договорится с Корчевским на пятницу для Яна Родского. Понятно. Написанная от руки рекомендация мастера по настройке пианино, сопровожденная запиской. Ян Родский заказал к пятницу услуги лучшего в своем деле специалиста. Ага. Mr. Shulsky, I presume. Ага. What gave me away? Как вы догадались? Вы похожи на Лигию, ну и книга у вас на поясе прелюбопытная. Какой интересный узел, однако. Позвольте взять ваше пальто, лекция уже началась, вам по коридору. Мое пальто? Ну, ладно, давай. Что тут можно посмотреть? Говорит мне поторапливаться, а почитать. Тургизм в архитектуре. Профессор Ян Запиндовский. Стиль, который в архитектуре можно было наблюдать на протяжении последнего десятилетия, являющийся ответвлением модерна, достаточно возмужал и ныне достоин оценки и осмысления. Несложно заметить, где именно данный стиль сворачивает с тропы, проторенной так называемым ар-нуво. На месте искусных порталов, где изящество сплеталось с легкостью, вырастают массивные витиеватые фронтоны с фиалами, накрывающими зрителя немой тенью опасности, символом неизбежности судьбы. Вместо гармонии, стремящихся к небу спирали, имеем хаос крестообразных угловатых форм. Завершим всю картину отвратительными маскаронами и получим произведение искусства, которому следует вернуться туда, откуда оно черпает свое вдохновение, в темные века. Господин профессор уже все для себя решил. Путеводитель по Варшаве. Францишек Борыч. Гнойная гора. Возможно, читатель удивится тому, что между улицами Цельной и Давной по одну сторону и улицей Бугай, где нынче стоит уютная лавочка, по другую когда-то располагалась окутанная дурной славой свалка. Сегодня там, где некогда царил невыносимый смрад, благоухают полевые цветы. Там, откуда за горами мусора было не разглядеть горизонт, открывается чарующий вид на Варшаву. Изменения к лучшему в этом городе такое нечасто увидишь. Сюда зайти не могу, сюда могу.
Чистилище Габриэла Запольская. Послушай, не давай себе учить фортепиано, это тебя убьет. Она запнулась и утерла слезу. Знаешь, я ведь понятия не имею, чего от меня хотят. Словно в ушах моих воска, пальцы из дерева. А она стала с комичным отчаянием загибать пальцы и трогать себя за уши. Скажут играть хроматическую гамму, так это вовсе дохлый номер. Первый, третий, первый, второй и дальше. И провалились они к дьяволу. Провались. Она разрыдалась и потянула себя за ухо. Разве это жизнь? Как усадят меня за фортепиано, так кажется, будто утробу из брюха вырвали. Все нутро вверх дном переворачивается, в голове мутнеет и слезы водопадом. Она шмыгнула носом и, украдкой приподняв платье, утерла лицо подол. Ты, Стаська, стой на своем и не давай себе к фортепиано подвести. Женские пансионы, воистину дьявольское изобретение. О май гад. О май гад. Неравенство между мужчинами и женщинами – важная проблема, которая ведет общество к экономическому застою. А как иначе, если половина населения либо не получает достойного вознаграждения за труд, либо вообще не имеет права работать? Мы хотим учиться, работать, принимать собственные решения, хотим жить полноценной жизнью. Лигия, вам самое место среди наших преподавателей. Соглашайтесь. Вот и где. Самуэль, Цицилия, знакомьтесь, это мой брат. Господин Шульский, тот самый? Тауматург? Да, тот самый. Мне нужно с вами поговорить о тауматургии. Лигия много о вас рассказывала. Она с детства меня интересует, к сожалению, способности у меня так и не появились. Я бы не стала о таком сожалеть. Господин Шульский, добро пожаловать в летучий университет. Поздравляю, профессор, отличная работа. Это он кому? А, это он ей? Правда? Что тебе понравилось больше всего? Я могу признать, что я опоздала, потому что это так, но тем не менее я слышала конец, и мне этого хватило. Мне все нравится, я считаю. Можно как-нибудь какой-то ответ, типа, я опоздала, но конец топ. Я думаю, это все классно. Я застал только конец лекции, но звучало все довольно достойно. Вот, да, вот я бы так. Ой, ну извини, ты знаешь, наука твоя стезя, не моя. В любом случае, очень тобой горжусь. Да ну блин. Любопытное учреждение этот ваш университет. Откуда взялась идея его открыть? Из необходимости. Все наши учебные заведения контролируют оккупанты. Женщинам учиться запрещено, уровень образования никого не волнует. В будущем Польше будет нужна интеллектуальная элита. Откуда взялось название университета? По понятным причинам постоянного места встречи у нас нет. Некоторые единомышленники соглашаются устраивать лекции у себя дома. Вот мы и летаем с одной квартиры на другую. Некоторые подтрунивают над нами, называют девчачьим университетом, потому что мы не исключаем женщин из учебного процесса. Но эти штуки скоро прекратятся, ведь некоторые из наших выпускниц уже ведут успешную научную карьеру за рубежом. А среди ваших выпускниц есть известные личности? Мария Складовская-Кюри, например. Она завоевала Нобелевскую премию. Я не буду это говорить, смените тему. Поговорим о чем-нибудь еще. Разумеется. Я пойду осмотрюсь. Господин Шульский, у меня к вам крайне важный разговор. Давайте встретимся позже. Окей. Ну, а даже похоже, что-то сладенькое можно найти не только у столика с угощениями. Отстань. Вот бы ты пончиков принес. Да, я уж знаю, дорогу к сладостям тебе лучше не преграждать. Дело, говоришь? Мне тоже пора идти. Господин Шульский, познакомьтесь с нашими учащимися. Пончики на столе я оставлю. Да, можно я сначала посмотрю, что тут есть? Нет? Ладно, давай я оставлю пончики.
Я еще пишу курсовые для студентов школы экономики. Могу поделиться заказами. Прошу прощения, а вы кто? Виктор Шульский. Вы брат Лики, да? Здорово, что вы пришли на лекцию сестры. Не все мы получаем подобную поддержку. Да что это значит? Спросить, о чем она, или сказать, что Лиге поддержка не нужна? Ну, типа 50 на 50. Я думаю, Лиги сама вполне себе справляется и без поддержки абсолютно. Но, типа, надо спросить, чего. О чем речь? О моем брате. Он думает, что образованная женщина позор в семье. Если он узнает, что я поступила в университет, живого места на меня не оставит. Хочешь, я побью его? Все мы иногда рискуем, за исключением Полины, разве что. А о чем речь? Она русская. Уверена, она собирается настучать на нас в полицию. Не понимаю, почему Дикштейн ей доверяет. Ну да ладно, хватит болтать попусту, лучше Эклер съем. О. Встретиться со студентами. Окей, подождите, дайте я тут, может, хожу. Ага. Опа. С тобой можно поговорить, типа? Давай я с Лигией поговорю. Давай, чуть-чуть в стену пошла. Что такое, чем помочь? Как же ты начала здесь учиться? Помогала отцу с магазином, дела шли хорошо, вот он и убедил меня поступить в университет. Хотя бы он с тобой поступил достойно. Хотя бы с тобой. Самуэль, значит, не господин Дикштейн. Как так вышло? Здесь все друг друга называют по имени. Но я вот не заметил, чтобы он к другим студенткам проявлял столько внимания. Смотри, у меня получишь. Боже. Это забавно. Это правда забавно. Давай поговорю с ним. Извините. Расскажите об успехах Лигии. Ваша сестра невероятно умна. Это одна из самых блистательных выпускниц нашего университета. Надеюсь, после сегодняшней лекции она начнет у нас преподавать. Она всегда веско и точно аргументирует свою позицию, невзирая на социальные нормы, а ее харизма. Ого. Вижу, она вас впечатлила. У вас еще остались вопросы? Это что он так откашлялся, типа? Нет, вопросов нет. У меня больше нет к тебе вопросов. Пока. Опа. Полина. Окей, давай поговорю. Так странно подошел. Мне поручили с вами познакомиться. Меня зовут Виктор Шульский. Не уверена, что вам стоит с вами разговаривать. Полина Николаевна Гаврилов. Похоже, вы здесь не пользуетесь популярностью. Что они вам наплели? Что я их заколдовала, что из-за меня у них ручки протекают и колготки дырявятся? Почему они вас недолюбливают? Потому что я русская. Каждый русский это кацап. Прав, разве нет? У него мать... А? Да, реально? Неудивительно, учитывая политическую обстановку. Я родилась в Варшаве, так что местную политическую обстановку прекрасно понимаю. Я люблю этот город. Почему вы решили поступить в университет? Не хочу растрачивать интеллект на вечеринки и наряды. Чего же вы хотите? Изучить юриспруденцию в Сорбонне. Вам что, смешно? Ничуть. Матушка хотела, чтобы я изучал юриспруденцию в Париже, но я предпочел отправиться в путешествие. Моя матушка пытается уговорить меня отправиться куда? Ей кажется, что так я найду себе мужа. Окей. С остальными поговорим тогда. Так, ты хотела поговорить, да. У меня к вам столько вопросов, надеюсь, вы сможете ответить на все. У меня был, подруга, твое платье у нас как будто кислород забирает.
Лукреция, только слабые мужчины боятся расспросов. Тауматурги слабыми не бывают. Хорош. Ваши способности меняют саму сущность нашей действительности и влияют на тончайшие аспекты человеческой психологии. Они в лучшем случае переоценены и в худшем выдуманы. Я разделяю ваш восторг перед тауматургией. Жаль, что некоторые люди недостаточно умны, чтобы оценить ее по достоинству. Надеюсь, это скоро поменяется. Буки не сошел с ума на помощь. Что такое? Это все вы? Вы вдруг поверили в тауматургию? Господин Шульский, не обращайте на нее внимания. Пойдемте, кое-кому нужна ваша помощь. This is tragic. I need to yell about it. Thieves! Простите, куда я должна идти с тобой? Мне объяснят, может? Летучий университет. После раздела Польши интеллигенция ушла в подполье. Именно так на свет появился летучий университет, работающий в тайне от любопытных глаз и предательских языков. Поначалу он был предназначен для женщин, которые не имели доступа к полноценному образованию. Теперь университет принимает и мужчин, разделяющих его идеалы, тягу к знаниям, желание их расширить, мудрый подход к обучению, любовь к Польше, ее культуре и науке. Хочется верить, что университет проживет как можно дольше и когда-нибудь выйдет из подполья. Цицилия. Студентка летучего университета. Она очень интересуется тауматургией или, по крайней мере, привлекательными и умными тауматургами по имени Виктор. Она внимает каждому моему слову и кивает с невероятным энтузиазмом. Даже платье как будто выбрала не случайно. Подозрительно. Подозрительно. Удивительно. Что такое? Сейчас мы разберем. Не надо мне указывать. Нервничать сейчас очень даже уместно. И я к тому, что мы можем поискать книгу вместе. Может, произошло банальное недопонимание. Недоразумение — это кража. Какая кража? Ты о чем? Я? Что значит «я»? Давай спросим. Пропал редкий экземпляр старого предания. Мою прелесть кто-то лапает жирными пальцами, если ее на солнце оставить. Ну нет, какая ужасная трагедия. Это она что ли? Нельзя со мной так обращаться. Либо мне вернут книгу, либо я вызываю полицию, чтобы никто отсюда не выходил. В каком смысле? Мне идти надо. Антоний, не смейте угрожать моим студенткам. Они не студентки, а звери. Чё ты сейчас высрал? Не пон. Господин Шульский поможет вам найти книгу. Ну, в принципе, гордыню мне вкачивать-то надо. Да, я могу помочь. Правда? Потом обличить его рано вечные страдания. Боже, чел, угомонись, тебе надо твоя книга или нет? Нет, но я могу найти то, что вы потеряли. Полагаю, вам это и нужно. Это программа минимум, скажем так. Довольно, Антоний. Господин Шульский, мы все были бы крайне признательны. Хорошо. Теперь искать твою книгу в срату, ей-богу. Закрытая букинистическая лавка. Произошла кража. Из букинистической лавки пропала самая ценная книга. Хозяин замкнул лавку, грозится вызвать полицию, если пропажа в скором времени не отыщется. Это ты, что ли? Ха? Разбитая чашка. Фарфоровая чашка выпала из небрежных рук, залив пол чаем. Осколки фарфора дрожат, как сердце, скованное страхом. В них слышна тихая тревога за вырванные страницы, испорченный переплет, треснувший корешок маленького чуда, которое Парвеню называют просто книгой. Чудо, которое было утеряно, возможно, навсегда. Пустая витрина. Витрина открыта, замок не сломан. Прозрачное стекло витрины отражает эмоции вора. Клоунскую беззаботность, предвкушение канатоходца, готового к первому шагу над пропастью. Эмоции искрятся беспечностью, совесть чиста, как свежая постель. В конце концов, это ведь просто розыгрыш. Кто-то либо... Это ж не он сам. Неужели это она захотела проверить мои способности или... Ор что? Отмычка в горшке. Отмычка без следов повреждений. Тот, кто ее использовал, сознал, что делал. Господи.
Отмычка запятнала лихорадочными. Да боже мой, что такое? Давай, соберись. Отмычка запятнана лихорадочными мыслями, небрежными, как почерк ребенка. Время уходит, кто-то может увидеть, показать пальцем, поймать с поличным, поймать вора. Горшок стоял рядом и показался разумным решением. Почти что. Отлично, просто невероятно. Хочешь поговорить? Может, ты что-то знаешь? Лигия, срочно. What's up, Sherlock? Ну что Mystery там, solved? Шерлок раскрыл дело. You're as happy as a Ты что child такая on радостная, Christmas как Day. ребенок на Рождество? I like Люблю to смотреть, watch как you ты do something занимаешься with любимым passion. делом. Шо? Who do you think Как could have думаешь, taken кто the забрал book? книгу? I have no idea. Понятия не имею, но я уверена, But что I'm ты sure you will be разберешься. fine. You're way too Какой enthusiastic. энтузиазм. Сколько How many сладкого ты уже sweets have you съела? had? Don't even ask. Даже не спрашивай. Я I'll be буду off now. повторять это еще раз. Я еще много раз о том, как мне нравится взаимодействие их как брата и сестры. Ну, типа, ну, не знаю, мне по приколу. Can I help you? Do you have Вы any suspicions кого-нибудь regarding подозреваете the в краже stolen книги? volume? I Не don't думаю, что это был believe кто-то any из of Mr. студентов. Наверняка это Fitzgerald. какое-то Must be a недоразумение. misunderstanding. I hope you managed Надеюсь, to вы get сможете to the докопаться bottom до of it. истины. Ну, я-то Thank you. могу. Goodbye. Я-то могу, конечно. А давай сохранюсь, потому что стоит сохраниться и... перезаписать. Да. Да, так. Поговорим. Yes. Who do you think Как вы is думаете, behind кто украл stealing that книгу? book? I can't believe Очень that сомневаюсь, it что это might был be one кто-то of из us. нас. Мы все After обожаем all, книги. we all love books. That sounds like the Кажется, perfect мотив motive. идеальный. Indeed. Правда. If I Будь я were to воровкой, steal, то I ограбила would бы rob только antiquarian букинистические лавки. But Но it украла wasn't me. книгу не я. I'll be off now. You don't understand. Вы I не want понимаете, to мне leave. нужно уйти. And I want А my мне volume нужно, to чтобы be моя in my книга display вернулась на case. место. Может, это вы Maybe ее you're the стащили? one who has it. I'm not a thief, Я не and I воровка, и don't have to оправдываться перед explain вами не myself. намерена. There's no need Незачем to ругаться. argue. Прошу, позвольте вам Please, помочь. let me help you. You can help Можете by обыскать searching вот this эту young юную lady. сударыню. I know Я subtler предпочитаю более ways. деликатные методы. Could you give me Можете a одолжить personal мне личный item, предмет? please? No, she's Нет, not the one книгу who украла stole the не book. она. Метка не The trace совпадает. doesn't match. How do you know? И как вы это поняли? Как надо. Спор у двери. Одной из студенток не терпится покинуть лавку. Подозрительно. Книгу украла не студентка. Метка на ее пудренице бархатная, с привкусом железа, словно за нежной красотой скрывается железный характер. Она совсем не похожа на метку с отмычки. There's no trace На этом of the предмете thief нет on this воровской item. метки. Эта дама That книгу не lady крала. did not steal the book. I see. Понятно. I Дверь can't я open the открыть не door. могу, но с родителями But I can постараюсь help you помочь. with your Прекрасно знаю, parents. каково это, I когда know близкие не what it's разделяют like любовь when к your книгам. loved ones don't understand your passion for books. I see. Понимаю. Thank Спасибо you за for your помощь. help. Mr. Шульский, Господин your Шульский, в guest шкафу goes висит in верхняя wardrobe. одежда наших гостей. I will Можете let там you in покопаться, there если это if it поможет helps поймать you to злодея. catch that degenerate. That might be Да, не helpful. помешает. Then follow me, please. Окей. Давай за тобой, я иду. Сюда, да? Открой. О, хорош, открыл. Так, большое женское пальто. Женское пальто большого размера, вероятно, принадлежит Лукреции. Нити пальто кружат и завиваются в изощренный узор скорби и горечи. Обвинение в неверности давит на ткань и оставляет на поверхности глубокие морщины. Оправдание лопается, как мыльный пузырь. Она не может признаться. Никто не должен знать про университет. Элегантное женское пальто. Такое пальто носят не каждый день. Элегантное пальто сразу выделяется среди других одежд, как роза среди сорняков. Оно лучится бугренной гордостью, наполняет комнату ароматом роскоши, манит сладостным вкусом. И лишь одна короткая нить воротника робко трепещет. Заметит ли ее стороне тот, на кого не рассчитаны? Понятно. Все ясно. Мужское пальто, поношенное и неопрятное.
Карманы пальто набиты переживаниями, запрятанными подальше, чтобы не лезли в голову. Серые, поблекшие, они похожи на отмычку из цветочного горшка. Они шепчут о наказании, которое ждет сына за то, что без спросу брал отцовские инструменты. И о последствиях шутки, вышедшей из-под контроля. Ого. And? Ну что, удалось Have you что-нибудь found найти? anything? Maybe. Вполне Although I возможно. still need Мне нужно some кое-что еще information. выяснить. Well, what are you... Что? I found a men's Я coat in обнаружил в the шкафу wardrobe. мужское пальто с деревянными One with пуговицами, embroidered вышитыми initials инициалами. and Помните, кому wooden оно buttons. принадлежит? Do you remember who it belongs to? With the worn С поношенным collar воротником and и заплатках на patches? локтях — это пальто That's Вальдемара. Valdemar's coat, You have good Память у memory. вас неплохая. which you are using Вот in только a пользуйтесь ridiculous вы way. бестолково. Why Что? don't you look for Почему the вы не jewelry? ищете злоумышленника? The large coat Полагаю, belongs to большое Miss пальто Lucrezia, принадлежит I Лукреции, presume. которая с The атласной one with the подкладкой. satin lining? Yeah, Да, no несомненно. doubt. But I don't know Не понимаю, why чего вы you так wasted прицепились your к time. верхней одежде. В смысле, чего? Ты сам меня Thank сюда you. пустил That из was very видимых helpful. причин. Ты на приколе? I will wait for the results then. Вальдемар. Букинист уверен, что потертое пальто принадлежит Вальдемару. Время изобличить вора. А кто это такой, господи? Совершил кражу. Вором оказался Вальдемар. Будучи сыном слесаря, он без труда вскрыл замок на витрине. Однако, не вижу в его поступке злого умысла. Он думал, что затеял безобидный розыгрыш и совсем не ждал такого переполоха. А где он вообще? Я с ним даже не разговаривала. Чел вообще кто? Ты? Ей-богу. A grey coat with Серое пальто с embroidered инициалами, initials деревянными and пуговицами. wooden Ваше, не buttons. так ли? It belongs to you, doesn't it? Why do you ask? Почему спрашиваете? I think it Мне belongs кажется, to оно the принадлежит thief. вору. What? No, Что? Не, я I пальто don't wear a вообще не coat. ношу. It's September. Сентябрь на дворе. I like the color. Мне и без пальто And that тепло. is not a Это разве crime. преступление? Оставьте меня Leave в me покое. alone. Понятно. Показания Вальдемара. Вальдемар отрицает причастность к краже, однако у меня есть неоспоримое доказательство. Если я правильно разыграю карты, мысли Вальдемара обнажит его грехи. Где там твой след? Это что такое? Ага. Эти. I found Ну it. вот я и нашел нашу книгу. What's this? А это что? Так, пропажа найдена. Вальдемар спрятал книгу под кроватью в спальне букиниста. Должен отметить, он выбрал не самое надежное место. Книга покрыта тонким слоем мрачных мыслей, серым инием сковавших переплет. Эта метка вора точно такая же, как на одном из пальто и на отмычках. Сомнений быть не может, книгу украл Вальдемар. Письмо? Я хочу прочитать письмо. Я хочу влезть как крыска, потому что мне интересно, что там. Я буду читать I письмо. hope you will Надеюсь, find вам my понравился little мой plot небольшой amusing. спектакль. The city Этот must город должен recognize the познать power силу of тауmaturгии. Наслаждайтесь Enjoy your представлением. Вы это You have заслужили. Cecilia. Цицилия. I should return. Нужно вернуть книгу. The bookseller Букинист will наконец-то finally успокоится. calm down. And then I will have Потом a поговорю talk с автором with the послания. author of this В нашем letter. случае с авторкой. Ага. Фига, слышишь? Послание, написанное красивым почерком, адресовано мне Цицилии. По записке вихляет мысли, игривая, как девица в знойный летний вечер. Она продумала все сценарии, построила планы, выбрала инструменты. Все ради того, чтобы произвести нужное впечатление на него. Я нашел книгу, из нее выпало письмо от Цицилии, интрига была спланирована, а я не люблю быть инструментом в чужих играх. Нужно с ней побеседовать. И действительно, она так прям взяла и хоба, и все. Here is your volume. Вот ваша You книга. came back to Моя me, прелесть вернулась в целости и safe and сохранности, sound. хвала Господу. Praise the Lord. Да. Есть. I hope it was Надеюсь, это all было just a просто mistake. недоразумение. No. It was Недоразумение? Не думаю. That was obvious. И так понятно. How Как did вы you нашли find the книгу? book? planned. The book was in the Книга была bedroom, в спальне под under кроватью. the bed. What a captivating Ваши способности display of поражают power. воображение. Вот бы вы еще Shame there пропавшие wasn't a носки missing искать умели. subject too. Настоящее чудо. Now that would be a discovery. Don't be sarcastic. Сарказм It's the тут излишний, куда potential важнее that потенциал. matters. What matters is Еще who's важнее выяснить, responsible кто for несет that mess. ответственность за весь этот кавардак. Please, don't Прошу вас, keep не us in надо держать suspense. интригу.
Есть вариант держать интригу? Я хочу подержать. I found the Я нашел lockpicks отмычки, that the которыми вор thief вскрыл used to витрину, open на них the осталась display его case. метка. They were marked with this trace. And that is how you Так вот как вы его determine his вычислили. Надо же, identity? только Тауматургу What под an силу сделать подобный exceptional вывод. display of thaumaturgy. Или призвать духа на спиритическом сеансе. I would like to see the Мадам Самира Saybax бы to Madame с Samira. удовольствием выслушала. Так вы знакомы, ну конечно, она ведь тоже наживается на людской доверчивости, как и вы. Stop, both of you. Я не буду ничего выдавать. Please tell us Прошу who вас, took the book ответьте, from the кто display украл case. книгу. The plot might Замысел not be явно too хорошо original, продуманный, but хоть и it was далеко не certainly оригинальный. planned. You might be missing Полагаю, вы the учли big не все picture. детали. It is Cecilia За кражей who is книги стоит responsible for Цицилия. stealing the book. Подожди, что? It's impossible. Ну это невозможно, она все это время была с нами. Ну, She persuaded она убедила Valdemar to Вальдемара use his воспользоваться father's отцовскими lockpicks отмычками и стащить and книгу, take чтобы the мы думали, book будто она ни при while чем. she remained in your sight. It's Быть того не impossible. может. Вальдемар? Valdemar? It's true, Mr. Вот так, President. господин директор. Цицилия сказала, что это просто шутка. Do you understand Вы what ведь kind of понимаете, в какое положение situation меня this поставили, puts me как это in? скажется на нашей How this affects our репутации? reputation? I'm sorry, but Простите, it но was это было necessary. необходимо. У меня I была had веская my причина. reasons. What Какая reasons? причина? Nobody treats Тауматурги thaumaturgy никто не like a принимает real всерьез. Я хотела science. показать всем I ее had to show its потенциал. potential. Show Показать, what you're на что вы capable of. способны. That's enough. Довольно, это не That is no отговорка. Мы с excuse. вами I поговорим will чуть talk позже, to you пока что in a оставьте нас. Leave О май us alone. гад. You know, I Вы was знаете, right. что я права. I'm sorry you Простите, were что used с вами like вот, that. что вами вот так воспользовались. О боже, что это такое? Что это такое? I'm so sorry, это что? Что это? Извините, что значит сказать, что вам понравилось? Мне понравилось? В каком смысле? Я хочу это ответить, потому что мне интересно. Я реально хочу это ответить, потому что мне тупо интересно. А вообще, кто мне мешает? I've had a Мне great здесь понравилось. time Если у вас with все all the лекции такие, lectures готовы I like сдать this. I вступительный was a экзамен. student. I know what Понимаю you вас. mean. Cecilia's methods are Сесилия disgraceful, поступила довольно but безнравственно, но she она does права. have a Лекция point. Тауматурга точно Our пойдет на lecture пользу by нашему Thaumaturge заведению. would enrich our Это так academy. забавно. Please consider it Считайте an это offer. предложением работы. I will think Я about it. подумаю. Это было смешно. Реально. Самуэль Дикштейн, ректор летучего университета, тайного учебного заведения, в котором изучаются предметы и идеи, запрещенные на российской территории. Дикштейн – математик и невероятно очаровательный человек, которому явно дороги его студенты и студентки. Кроме того, он предложил мне прочитать лекцию о тауматургии. Мое мнение о нем все лучше и лучше. Хорош, чел. А что, с сестрой поговорить не надо, или она уже ушла куда-то? Хз. Ну ладно. Погнали тогда. А, все, типа, все? Прям все. А что у меня за задание? Опа. Найти источник вдохновения я могу. В 2 места. Давай. Это хорошо. Я смогу тогда сейчас пойти к нему что-то купить. Дневник ксенофоба. Далее последует описание остального моего семейства. Племянник, мой граф Арковский, лишился отца в юном возрасте. События, предопределившие дальнейшую его судьбу и подтолкнувшие его к бездне морального разложения. Стоило ему вырасти из милого невинного мальчугана в нахального юноши, как квартира на Ереванской 15 превратилась в притон, от которого каждому добропорядочному христианину следует держаться подальше. В стенах, некогда бывших горстью нашей семьи, ныне творятся дела невообразимого толка. Ютятся в них худшие отбросы, какими только может окружить себя человек юных лет. Встревоженные соседи не раз доносили до моих ушей такие подробности жизни племянника, от которых волосы вставали дыбом. По слухам, под влиянием западных влияний пристрастился он к опиуму.
Мгм. Рукописная карточка с потертым уголком. Должно быть, владелец так часто вертел ее в руках, что она выпала. Короткое послание гласит, что на Ереванской 15 устраивают опиумные вечеринки. Восточная вечеринка у графа Арковского. Богатый предприниматель граф Арковский устраивает у себя дома тематическую вечеринку «Сказки тысячи и одной ночи». Среди развлечений вечера будет возможность попробовать блюда зарубежной кухни. Попасть на вечеринку можно, сказав на входе пароль Шахерезада. Окей. Тут чего? Так. Открытка. Любезная моя Зофья, совсем скоро я вернусь домой с новыми трофеями и жду не дождусь, когда смогу показать тебе эти сокровища. Пока же вынужден уповать на твою помощь в уходе за коллекцией еще 3 недели. Из-за сильного ветра рейс отложили. Крепко обнимаю, жду встречи с Бигни. Открытка с фотографией Лимы. Ян Натецкий собрал целую коллекцию необычных трофеев из Южной Америки. Шелковый нагрудный платок. Шелковый нагрудный платок с орнаментом из турецких огурцов. Платок, по-прежнему пахнущий индийскими цветами и глубоким разочарованием, брошен на землю в порыве злости. Путешествие прошло не по плану. Он должен был вернуться богачом, но сладкие обещания растворились в воздухе. Угу. Давай. Я хочу найти их все, чтобы пойти посмотреть одежду, которую можно взять. Потому что я хочу посмотреть одежду. Hello? Почему он мне говорит идти? Куда ты хочешь, чтобы я пошла? Подожди. А, так вот тут вот этот. Где-то здесь оно и есть, значит. Внизу, может. Да не гони. Так. Странно. Окей. Главное объявление. Дом по адресу Ереванская, 16, просторный, ухоженный, светлый. Показ пройдет 16 сентября. Владелец Зофьи Избегнев Натецкий. Ежедневный курьер. Свернутая в трубку газеты. Сверху можно прочесть рекламное объявление, что дом выставлен на продажу. Окей. Я так понимаю, сейчас вообще-то к портному иду, да? Или я ошибаюсь? Да. Мне не нравится то, что ты говоришь, что я могу здесь что-то найти. Я не могу ничего найти. Оно не ищется. Ну вот, да, я вижу этот указатель, я вижу, но я не понимаю. Но я не понимаю, где. Вот это, что ли? Блядь. Журнал «Модный приговор», сентябрь 1905-го. В этом номере обсуждается сочетание моды и технологий, к примеру, набирающие популярность синтетические краски. На иллюстрациях изображены жилеты с замысловатыми геометрическими узорами. Наконец, опытные эксперты обсуждают самые модные покрои брюк. Я почему-то... Там еще один есть, к слову, да? А ну-ка, давай. Сюда. Я увидела эту звездочку и в первый раз, но я как-то, я не знаю, не подумала. Список поручений. Купить ошейник, чернила, милую упаковку, доставить господину Ружецкому как можно скорее. Записка для слуги. Судя по всему, Валерию Ружицкому, помимо различных бытовых предметов, понадобился мел. Как бы рандомные записочки всякие нахожу. Это, конечно, прикольно, но... Угу. Ой, это где? Я там ничего не вижу. Вызов на дуэль. Уважаемый господин Высоцкий, будучи человеком чести, вынужден требовать сатисфакции, Господи, за нанесенное вами оскорбление. Однако, будучи еще и человеком снисходительным, предлагаю следующее. Разрешим наш конфликт, как подобает джентльменам. Завтра в 6 вечера в трактире советую вооружиться крепким кием. Секунданты не требуются. Угу. Счет. Апельсины 2 корзины, виноград, французское шампанское, свечи, утиное мясо. Оплаченный, подпись Ян Родский. Sweet secret. Список заказанных в магазине продуктов. Кто-то готовит пышную вечеринку на Пружной 11.
Я пытаюсь поскорее, потому что я хочу найти вот это вот и пойти посмотреть одежду. А время уже заканчивается. Необычный инструмент. 15 сентября в 8 вечера в квартире пианиста Яна Рудского на улице Пружная 11 состоится праздничный ужин по случаю его дня рождения. В честь этого события все высокородные ценители музыки могут лицезреть главное сокровище господина Рудского. Единственное в своем роде пианино, некогда принадлежавшее Ференцулисту. Вероятно, юбиляр даже позволит гостям на нем сыграть лично, убедиться в красоте извлекаемых из него звуков. Понятно. Пособие по ботанике, руководство по уходу за экзотическими растениями. Книга открыта на странице про орхидеи, книжный знак Зофья Натецкая. На развороте есть книжный знак, владелец книги об уходе за орхидеями Зофья. Ботаник Ян Натецкий регулярно посещает Южную Америку, привозит оттуда всевозможные виды орхидей. Его коллекции можно будет насладиться 16 сентября между 2 дня и 7 вечера под предлогом осмотра имения господина Натецкого, выставленного на продажу. Понятно. Стопа. Жалоба сторожа. Уважаемый господин Яцентий, доводим до вашего сведения, что из квартиры 7 доносятся громкие стоны. Просим принять меры. Жалоба сторожа на одного из соседей. Жильцы доходного дома утверждают, что доносится... Да, все понятно, окей. Я это прочитал. Плакат кондитерская. Среди регулярных посетителей, которые такие... выдающиеся личности, как Зенон Пшемицкий, Владислав Реймонд и Ксаверий Дуниковский, приглашают вас отведать пахту и другие лакомства. Невероятно. Листовка, зазывающая вот сюда мне. Что тут хоть у тебя, господи? Mr. Shulsky, Я пропущу диалог. Давай, I've got some вот тебе идеи. promising, Да. but you can't keep wearing the same attire. Meanwhile, Можно? Да, мне можно, да. Alright. Можно переодеться, значит. Да я посмотрю. Я иду смотреть. Вот это новое. О, фиолетовенькое. Но оно не то чтобы меняется. Типа оно почти никак не меняется. Цвет меняется, да и все. Ну, вот этот неплохой, пусть и будет. Значит, алая дерзость. Складки самолюбования. Стиль высокого класса. Окей, будет фиолетовым ходить, значит. Давайте на этом закончим. Я вижу, что он меня ведет еще по одному следу для портного. Я туда съезжу, конечно, но anyway, на этом мы все сегодня. Угу. Остановка. Экипаж. Открытка. Дорогая Луиза, после долгой поездки я благополучно прибыл в отель и уже успела с комфортом расположиться. Он и правда поражает удобствами и изысками. Здесь тебе и внушительных размеров бальный зал, и ресторан с элегантным убранством, прелестный внутренний сад. Самое главное, здесь не нужно подниматься по лестнице, чтобы попасть в свой номер. Почему бы тебе ко мне не присоединиться? Я планирую остаться еще на недельки-2. Твоя Елизавета. Открытка с видом Мариенштадта и посланием на обратной стороне. Судя по всему, в изысканной варшавской гостинице, помимо прочих удобств, можно перемещаться с этажа на этаж только по лестнице. Давайте на этом закончим. Спасибо вам, ребята, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.